Сцену открывает новый колосс Крушитель Стен в локации Аксиан. Постройки очень похожи на Альбион, так что возможно Аксиан будет прям граничить с Альбионом. Дальше видим Нелл, помощницу Альфа, нашего командира. Происходят сюжетные страшные события в нашей игре, которые сильно влияют на Нелл, из-за чего она получает силы Архи и становится потомком в будущем. Если вы смотрели мой предыдущий ролик с новостями, то могли вспомнить этот кадр, в котором видно, как Нелл еще в обычном своем костюме теряет Альфу. Пытается телекинезом его забрать у главного злодея игры Карелла. Его теряет, впадает в депрессию. И при таком ужасном эмоциональном состоянии у нее открывается арха. Она получает силы и становится тоже потомком. Если что, это все лично мое мнение насчет увиденного, учитывая то, что я довольно много знаю контекста этой игры и всех новостей. Считайте это фанатской теорией. Когда выйдет сезон, посмотрим, подтвердятся ли мои предположения. Думаю, 50% только верны будут. С каждым обновлением игра становится все более интересной и непредсказуемой. Музыка на протяжении всего трейлера добавляет грустное настроение сюжета третьего сезона. А здесь, вероятно, новый колосс крушит Альбион, за который потомки будут мстить в Аксиане. На следующем кадре мы увидим девушку с различными ранами, которая депрессует после боя в комнате отдыха, лаунжа, которую добавят 4 сентября. На девушке, кстати, пижама, которую также добавят вместе с лаунжем. Эта девушка больше похожа на Инес, чем на Нелл. Дальше покажут ее костюм. А этот костюм носит именно Инес. Мне кажется, разрабы сделали ей другую прическу, чтобы ввести нас в заблуждение. Дальше видим Банни в Альбионе, в котором и произошло нечто страшное, какие-то разрушения. Но с виду вроде сам Альбион цел. Возможно, только умер кто-то важный или его похитили. Следующий кадр, опять же, Инес, которая перекрасила свои волосы и надевает свой костюм. Если бы это была Нелл, мы бы увидели вот такой костюм, как на обложках третьего сезона в различных соцсетях игры. А плаща никакого нет, и застегивать ей там нечего. Под плащом у нее вот такая кофта. Следующий кадр, Лепик, готовящийся к бою. Все собираются силами, чтобы дать отпор и отомстить. Он сидит на заставе в Аксиане, на обычном ховербайке. Следующий кадр, снова Инес, как раз в своем костюме и с интересным ракурсом. Такое нам нравится. Следующие кадры Эсьема и Юджи. Инес на ускоренном типе ховербайка, вот этот красный который. Дальше показывают ее с неожиданно милой стороны, что я сначала даже не понял, что это вообще Инес. Как мы видим, она переживает эмоциональную боль. Такая боль обычно связана с утратой близкого. Она дружила только с Килланом, поэтому не особо понятное грустное состояние. Но зато на этом кадре точно можно понять, что девушка в костюме Инес по этой металлической вставке. Мчит Инес на ховербайке к крушителю. На секунду показывают Лепика. И снова Инес в аксионе с новыми валгусами. Одного из них она сбивает ховербайком, а в других стреляет пушкой прямо с него же. На пару секунд показывают, как Эсьема с Юджином тоже гонят на ховербайках. И тут вдруг Инес уже сидит не на ускоренном красном байке, а на обычном. Думаю, это просто какая-то недоработка. Ну и в целом все 4 потомка Инес, Лепик.